Эту маленькую хижину, затерянную где-то в лесах Латвии, мы купили совсем недавно. И в прошлом эпизоде «Лесных историй» я рассказала о том, как мы провели здесь свою первую весну. Это видео продолжение, где я поделюсь новостями, планами и расскажу чуть подробнее про саму хижину. И, конечно, покажу моменты из жизни здесь, вдали от всего, что мне когда-либо было привычным или знакомым. Хотя с течением времени и всеми приложенными усилиями наша маленькая хижина и лес все больше и больше ощущаются нашим домом. Теплым, комфортным, уютным и тихим. Жизнь здесь действительно ощущается как в какой-то параллельной вселенной, и возможность к этой вселенной прикоснуться до сих пор кажется мне невероятной. За последний месяц я в основном приезжала и жила в хижине одна, так что и кадры в этом видео в основном с тех дней. Интересно замечать каждый раз, насколько все быстро меняется вокруг хижины. Даже покидая лес на пару дней, я точно знаю, что когда вернусь, здесь уже все будет по-другому. И, возвращаясь в город, думаю, сколько всего я пропускаю прямо сейчас, пока меня там нету. Всего одно мгновение, и одни цветы сменяются другими, ароматный цветущий каштан уже усыпает лепестками мою грядку, а желтые дуванчики уже седые разлетаются вслед за ветром. Не могу сказать, что я поспеваю за этим темпом, и что-то из этого я уже упустила. А пока я стараюсь выискивать хотя бы короткие моменты простого созерцания между бесконечным множеством задач, которые пока что являются основой моего здесь пребывания. Я обещала рассказать, если кто-то поселится, скворечники. Я сегодня приехала, чтобы сколотить стол, и когда ходила накладывать корм в другую кормушку, слышала отсюда какие-то звуки. Действительно, там кто-то тихонечко издавал звуки. Судя по звукам, предполагаю, что это, скорее всего, синица. И кукушка где-то совсем близко. Кстати, как я отошла от скворечников, сразу опять они начали там пипикать. И я вижу, там кто-то прыгает вокруг. Я думаю, мне нужно взять телелинзу и как-то на нее посмотреть, что там происходит. Сегодня как-то прям очень-очень жарко, я бы сказала. Хотя показывало всего 20 градусов, но мне прям не хватает шорт сегодня. Хотя вообще-то я приехала делать стол сегодня, но как-то много всего происходит. Особенно мне интересно, что там со скворечником происходит. Этот день обернулся совсем не так, как я представляла, и все мои большие планы полетели крахом, когда я обнаружила неполадки с работой одного очень важного элемента в доме. И часть вечера провела в яме с сороконожками и мертвой змеей, пытаясь починить всю ситуацию.
запланированного сегодня не получилось ничего, потому что когда я начала пропалывать свою редиску, я пошла за водой, вспомнила, что нужно включить электричество, чтобы насос качал воду. Включила электричество, а вода не появилась. Я пыталась спасти ситуацию, лазила в эту довольно страшную дырку, в которой находится вся эта электроника, насос и так далее. Но ничего не помогло, и я уже думала, что придется ехать домой, но потом подумала, если я оставалась в палатке. Моим самым большим планом на сегодня было, конечно, сколотить стол. Я ждала момента, когда придут ножки для стола, потому что мы решили сделать стол сами из досок. И я так хотела его сделать, наконец, чтобы здесь стало как-то удобнее, чтобы можно было за ним работать. Я даже не смогла полить свою грядку, потому что мне нечем ее поливать. Уже довольно поздно, наверное, уже 12. Я решила сегодня собрать хотя бы полку, которую я купила для кухни. У нас очень маленькая кухонная столешница. Там, в принципе, когда вытаскиваешь плитку, места вообще не остается ни сделать чай, ни вообще что-либо там. Мы, скорее всего, планируем повесить хотя бы верхние шкафчики на кухне, но пока что это не сейчас, поэтому это просто такая как полочка дополнительная, чтобы можно было как-то хотя бы в 2 этажа сложить вещи. Еще, кроме того, это мой первый раз, когда я приехала сюда вообще одна, и как-то не задалось, да. Но, тем не менее, я осталась. Еще на дне этой ямы, там, где я пыталась все починить, лежала тоненькая маленькая змейка. Видимо, она там провалилась, не смогла уйти. Но я очень рада, что в скворечнике поселились синички. Очень мило. Я думала, что там никто не поселится. Жаль, что нельзя заглянуть туда внутрь. Я видела, что можно устанавливать какие-то камеры. Может быть, когда-нибудь следующей весной. Кстати, мы привезли вот этого парня, мне кажется, его видно, чтобы он чистил здесь воздух. До этого мы брали из дома. Это не очень удобно. Он еще достаточно большой, и возить его такое себе удовольствие. Поэтому мы купили сюда его маленькую версию. Сейчас он крутится, надеюсь, что будет нормально здесь. Кстати, благодаря этой хижине мы поняли, что наш очиститель работает очень хорошо, когда здесь было очень плохо, тяжело и много кашля. Как только мы привезли этот очиститель, я здесь жила несколько ночей и вообще забыла о том, что у меня астмой. Так что, если кому-то нужен очиститель воздуха, то могу порекомендовать. И это не реклама, к сожалению. Наша кухня выглядит как-то так. Это все стоит в один слой, и очень мало что как-то сюда помещается. Тут еще у меня корзинки. Использует пространство. Кстати, я доделала свое видео. На данный момент оно уже, конечно же, вышло, но для меня сейчас оно выйдет только завтра. Это первое видео об этой хижине. Я безумно много времени потратила на его создание, потому что у меня было очень много материала, который копился еще в то время, когда я делала предыдущее видео. Мне было очень важно закончить это видео и не снимать по возможности ничего дальше, потому что иначе это был бы какой-то бесконечный цикл, когда я какое-то нереальное количество времени трачу на то, чтобы весь этот материал, который уже был снят месяц назад или 2 месяца назад, как-то вспомнить, что в каком порядке было, что с телефона, что с одной камеры, что с другой камеры. Я надеюсь, что сейчас я смогу как-то быстрее этот материал обрабатывать, быстрее его монтировать и отправлять куда-то в YouTube. Завтра выйдет это видео, и 4 года назад я, да и в принципе все это время я просто мечтала об этом моменте.
Я купила вот такие вот наклейки, которые имитируют плитку. Это просто виниловые наклейки, просто отклеиваются. Мне кажется, вышло очень неплохо. Здесь я думала о том, что воздух тогда был какой-то необычайно комфортной температуры, не жарко, не холодно. И как-то все напоминало какие-то ощущения из детства, когда мы приезжали летом на огород. А потом я заметила маленького гостя на территории. Каждый раз я встречаю здесь кого-то нового, но далеко не всегда успеваю запечатлеть хотя бы даже на телефон. Но с этим парнем получилось гораздо удачнее. Привет, друзья! Сегодня я приехала сюда одна. Сегодня 3 июня. Уже почти 9 вечера. Получилось очень поздно сегодня приехать сюда. В общем-то, я хотела записать видео, где рассказала бы о некоторых вещах касательно хижины и какие-то вещи дополнить. Я тут пересматривала видео, которое последнее у меня выходило на канале, и я там говорила, что здесь довольно приятная весна. Это связано с тем, что в целом у нас в Латвии как будто бы вернулась весна, лето такими, какими они были раньше, какими я помню их из детства. Потому что последние годы у нас было очень-очень жаркое лето, очень жаркая весна. С мая могла уже держаться температура под 30 градусов. И, в общем, я хотела сказать, что заслуга того, что здесь была хорошая и приятная весна, в том, что в целом весна была прохладная. И даже сейчас, начало лета, довольно прохладная погода. Я бы не сказала, что температура поднимается выше, чем 20 градусов. Где-то около 15-20 максимум. В прошлый раз у меня получился странный, когда я приезжала одна, потому что я не сразу поняла, что тут нет воды. В общем-то, это был мой первый опыт здесь одной, и ночь одной. Потом мы уже приезжали, когда наш друг помог нам исправить воду. В тот же день мы покосили траву на территории, потому что здесь все очень сильно заросло. Так что я тоже поучилась пользоваться триммером. Но должна сказать, что я впервые в своей жизни косила траву. Так что... Еще мы в прошлый раз наконец-то собрали стол. Мы решили сделать небольшой DIY-проект. Решили сделать стол сами. Просто купили доски, заказали ножки и все это вместе собрали. Осталось только покрыть его чем-нибудь. В любом случае, я довольна, что уже есть стол, и можно уже за ним работать. Или я уже, наверное, полгода не заходила в Hogwarts Legacy. Может быть, сегодня будет тот день или завтра. Особенно, если я сегодня запишу уже это видео. С одной стороны, я хотела рассказать о самом домике, о хижине. И с другой стороны, я хотела рассказать о наших планах, что мы еще хотим сделать в ближайшем будущем, в какой-то более долгосрочной перспективе. Еще, мне кажется, интересный вопрос. Мне кто-то его задавал, в чем сложность жизни, такой жизни. Для меня пока что главная сложность в том, что это не постоянное место жительства. И получается так, что сейчас забот в 2 раза больше или даже в 3 раза больше, потому что здесь не только
хижина, но еще и территория, и какие-то связанные с ней вещи, которые нужно решать. В общем, да, жить на 2 дома пока что сложно. И сложно потому, что нужно каждый раз собирать вещи, распаковывать вещи, приезжая сюда и уезжая отсюда, опять делать то же самое. И по пути придумать еду, привезти какие-то вещи, которые нужно сюда докупить. Сам путь сюда тоже занимает какое-то время. Это маленькая хижина. Весь первый этаж — это 20 метров, плюс кухня маленькая, очень маленькая, и плюс туалет с душевой. Хижина двухэтажная, примерно половина этой площади, что снизу, составляет 2-й этаж. На 2-м этаже спальня, и куда мы закидываем просто вещи, которые пока непонятно куда складывать. Мест для хранения у нас пока что особо нету. У нас здесь есть электричество, у нас есть и вода из скважины, у нас есть канализация, септик. Отопление у нас печное, сам домик утеплен, и в нем можно жить в любое время года. Так что это не летний домик, это дом, в который мы как минимум планируем активно приезжать круглый год. На территории у нас также есть баня. Также вместе с хижиной нам принадлежит здесь гектар леса. Вода здесь очень перенасыщена железом. Для городского жителя это может быть не очень приятно, потому что она имеет специфический запах, она красит ногти, и руки очень быстро начинают выглядеть так, будто ты копался в земле, но на самом деле это просто вода. Я прочитала, что вроде бы можно как-то это очищать лимонной кислотой. Еще не пробовала. И, кстати, вода греется бойлером. Когда-то еще вначале мы думали о том, что хотели бы здесь кубл, или по-русски, кажется, это называется купель. В общем, горячая ванна, которая стоит на улице, ты в ней сидишь, наслаждаешься лесом. Но в данных условиях мы будем еще наслаждаться запахом ржавой водички, и пока что мы эту мысль отбросили. Да, есть вариант с фильтрами. Пока что это сложный для нас вариант, потому что чтобы очистить такое количество железа из воды, нужны специальные большие фильтры, для которых у нас нету физически места в самой хижине. А вторая проблема, что эти фильтры необходимо в зимнее время держать в отапливаемом помещении. А у нас пока такого нету. В общем, возможно, мы займемся этим в будущем, но сейчас это не задача, стоящая на первом месте. Возможно, кстати, она не так страшна, потому что сама по себе она прозрачная, просто от нее остается осадок везде, ржавый и так далее. Ну и, конечно, такую воду нельзя пить, поэтому мы всегда привозим с собой бутылки питьевой воды. Сейчас мы делали некоторые работы по электричеству дома. Со времен предыдущего видео мы уже сделали некоторые вещи. Поставили комод на 1-м этаже, что уже сильно облегчает нам жизнь, потому что до этого у нас не было вообще никаких мест для хранения. Все валялось в каких-то сумках, по полу. В общем, это был хаос. Кроме того, у нас очень-очень маленькая кухня. И вот, наконец-то, я сделала стол. Уже большой-большой прогресс. Сшила занавеску на нижнюю часть кухни, чтобы закрыть мусорное ведро, трубы, холодильник, которые там стоят. В остальном все по мелочам. Где-то я хочу добавить полки, где-то зеркала. Но самое главное, чем я хочу как можно быстрее заняться, это 2-й этаж нашей хижины открытый. То есть у него нету стен, у него нет никаких перегородок. И нам очень важно сделать перила, чтобы мы могли на ночь уходить наверх вместе с котом, брать его с собой, чтобы он не упал. Потому что, как я сказала, на 2-м этаже у нас спальня. Мы можем спать и на 1-м этаже, но это не очень удобно. И мы до сих пор спали на 1-м этаже с котом. Но да, это очень хаотично и неудобно, поэтому. И вторая вещь. Мы хотим на 2-м этаже поставить какой-то 2-й стол. То есть на 2-м этаже мы хотим сделать маленький кабинет, чтобы там можно было тоже работать и
на первом этаже не толпиться всем постоянно за одним столом и так далее. Там пока что можно делать бесконечное количество улучшений. Я думаю, мы все будем это потихоньку как-то воплощать. Уже начало лета, это значит, что, возможно, уже недели через 2 можно будет начинать охотиться на первые грибы, лисички, как минимум. Предыдущие хозяева даже нам показали уже места, где они растут. А еще я увидела, кто у нас из кормушки съедает все семечки. Оказалось, что это была мышь. А я-то думала, почему там в кормушке очистки от семечек лежат. В общем, я буду заканчивать. Я не знаю, буду ли еще снимать какое-то дополнение к этому видео, но на всякий случай хочу сказать спасибо всем, кто как-то комментировал или ставил лайки, или просто даже смотрел мое предыдущее видео. И я вижу, что какое-то количество людей новых пришло на канал благодаря предыдущему видео. Это очень приятно. Поэтому хочу сказать добро пожаловать. Надеюсь, что здесь вам будет тепло, комфортно. И спасибо, что присоединились к моему пути. Я, правда, сама жду не дождусь, что будет в следующих эпизодах. Если честно, я тут уже замерзаю. Показывает, что сейчас 13 градусов здесь. Чаек уже остыл. Так что я пойду внутрь, сделаю себе что-то теплого. Пойду отдыхать сегодня. Белка. Кажется, я уже немного надорвала спину всеми этими перетаскиваниями всего тяжелого. У меня нету керамзита. Ощущается как какой-то квест. Я собрала кору сосны, чтобы насыпать на дно. Если у меня хватит земли, то я хочу посадить базилик, потому что я нашла у себя семена базилика. Я их купила и забыла о них. И если у меня осталась еще мята, может быть, я ее тоже посажу в горшок, который был бы где-то здесь, на террасе. Если помните мои посадки цветов в прошлом видео, так вот, успехом они не обернулись, поэтому я купила понравившиеся мне лаванду и лимонную ромашку в горшках, но, оставив их на неделю, обнаружила их высушенными и почти мертвыми. Пытаясь их реанимировать, я пересадила их в жилище побольше, чему лимонная ромашка оказалась настолько благодарна, что из засушенного кустика жила и расцвела красивее, чем была при покупке. А мне стало как-то еще теплее и приятнее здесь с моими цветами на террасе и маленькой грядкой за домом.
прошлый раз, когда я снимала видео про какие-то вопросы насчет хижины, я забыла упомянуть про интернет. И да, для повседневной жизни мы здесь используем интернет с вышек. Он достаточно неплохой, учитывая, что это лес, потому что даже в поселках интернет зачастую гораздо хуже. В общем, тут когда я подозреваю, что у другого мобильного оператора немного лучше или даже много лучше. Конкретно моего я сейчас запускала спид-тест. 44 было на download и upload. Там что-то совсем грустное сегодня было. Для повседневной жизни этого интернета хватает. То есть можно смотреть YouTube, Netflix, все что угодно, в принципе. Upload — более больная тема, но это всегда больная тема, если нету файбера. В общем, посмотрим, как здесь будет, если нам нужно будет для работы что-то более мощное. В плане upload, то будем использовать Starlink. Забыла упомянуть про электрические провода. Здесь проходила линия, и как раз, когда мы сюда заезжали, здесь их закапывали под землю, что одновременно очень удобно и одновременно сделало в целом пространство более приятным, потому что эти провода как-то зрительно разделяли лес, а сейчас все выглядит как-то едино. Люди часто спрашивали, как здесь вообще оказалась электронная линия протянута. В целом, я думаю, в этом суть и есть, что здесь получилось так, что через лес проходит электрическая линия, которая объединяет какие-то более далекие поселки. Поэтому, видимо, и получилось так удачно, что предыдущие хозяева решили здесь построить дом. Во-первых, тут поляна. Во-вторых, электричество и проводов, и без столбов тут стало совсем. Просто стоит эта хижина посреди ничего. Спасибо, друзья, за просмотр, и особенно большое спасибо тем, кто поддерживает меня на Бусти и Патреоне, делая эти видео возможными. И до встречи в следующих эпизодах новых лесных историй.